Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты бесишь недоброжелателей? Что именно в тебе их так раздражает? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, не забываем, мой хороший, расклад общий. В любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, интересная карта. Карта женщина, которая ожидает ребеночка. Ну, у кого-то, понятно, может, проиграется, конечно, там, ждете или очень хотели бы ребеночка. Но тут, если все подряд карты, сейчас читать, чуть-чуть другая информация приходит. Это история о том, что вы, конечно, ожидаете чего-то хорошего. Все мы ожидаем. Надеемся, да, что в нашу жизнь придет что-то замечательное, прекрасное. Но как будто бы ваши надежды, они это всего лишь остаются надеждами, да, а реальность вас, ну, может разочаровывать. Или, знаете, иногда намечтаетесь и напланируете. Вот эта карта, это о планах. Это, помимо мечтаний, есть уже какие-то планы. А потом в один момент, может быть, как говорят, планы этим медным тазиком как накрываются, да, сталкиваетесь с какой-то реальностью такой, это вас в ступор может даже вводить в какой-то. Это реальность. Показано диссонанс. Диссонанс между тем, чего вы хотите, и то, что имеете, может быть, на данный момент. Или, к сожалению, вот, пока приходит в вашу жизнь. Вот как-то мне так, девочки. Несоответствие какое-то. При этом вы мечтаете о чем? Планы строите. Вам бы очень хотелось честных, открытых, прозрачных взаимоотношений, нежности, вот какой-то такой искренности, какой-то детской. Может быть, искренность, правда, как детская, да, когда мы еще не умеем камуфлировать наши там какие-то тайные желания, когда мы еще не задумываемся о том, как нас воспринимают в социуме, да, вот искренне. Хотелось бы такую родную душу найти. К сожалению, мне тут показано какие-то ваши ожидания, опять-таки, как будто не совсем они реализовываются. Тут какие-то третьи факторы. У кого-то мужчина в вашей жизни был, может, периодически появляется этот мужчина. Мужчина, у которого две женщины, выбор из двух женщин. При этом мужчина может себя вести по карте павлин. Знаете, ну, в прямом смысле, как павлин, да? Самовлюбленный, эти перышки распускает, больше привык к этому обожанию, восхищению, больше привык к тому, чтобы женщины, может, хороводы вокруг него водили, и женщины проявлялись. Женщины как будто бы еще завоевывали его интерес. Как будто бы женщины пытались даже доказать, да, вот насколько они, может быть, там даже в чем-то выгодны для союза с ним. Вот тут вот даже настолько, вот так вот мне идет. Вообще мужчина такой, который любит себя, привык себя ставить на первое место, свои потребности. Вообще для вас как будто бы вот планы, может быть, это в прямом смысле влюбленность какого-то мужчину, увлечение каким-то мужчиной. И вы уже планы там строите, и подсознательно вы хотели бы, повторюсь, по этой карте, это нежность, открытость, вот искренность, вот этого всего вы хотите, а получаете токсичность, получаете полное несоответствие, диссонанс. Опять-таки,
Если даже, ну я не знаю, как тут у кого-то, как-то, если ну, не выбор еще там между двух женщин, может быть тут мужчина женат на работе, может быть настолько третьи лица имеют влияние, да, они имеют влияние на ваши взаимоотношения. Это может быть родные, там папа, мама, уж не знаю, девочки, у кого-то и так, там брат, сестра, тоже такое может быть. Вот. И это токсично, это на ваших взаимоотношениях сказывается. И по факту вы на самом деле, вы себе в мечтах одно выстроили, вот эта карта планы, а получаете, к сожалению, вот такое токсичное что-то. То, что вас разрушает, то, что не дает вам быть счастливой даже, наверное, да, или реализовать ту самую какую-то мечту, идеальную эту картинку. Картинка идеальной, может быть, взаимоотношений с этим мужчиной. Ну, вот так вот мне как-то идет. Так. Ну, я спрашиваю за мужчину. Мужчина в любом случае показано, может быть не свободен. И карта марионетка. Смотрите, мужчина дергает женщину за ниточки. Он привык, в принципе, во взаимоотношениях, ну, быть главным, да, а женщину воспринимает как, ну, тут марионетка, как человека, который будет априори ему подчиняться, выполнять его какие-то желания, идти на поводу его, может быть, хотела каких-то. Как будто бы женщина, в принципе, да, ну не то, что там должна, ну в идеале, ему очень хотелось бы, чтобы она выполняла его какие-то там, вот у него там пожелания есть, вот она так будет проявляться. Ну, может быть хорошим манипулятором этот мужчина, знать психологию, знать какие-то уловочки, не обязательно тут пикаперские, тут может быть в принципе, знаете, тут как будто бы мужчина настолько уверен в том, что даже не то, что там один он никогда не останется, тут как будто бы он уверен в том, что по нему женщины будут скучать, вот тут карта скука, карта сплетни, как будто бы ему уже корону так начистили, этому мужчине, может женщины сами так проявляются к нему, и он думает, они дальше будут сами проявляться. Мое дело только выбирать там та, которая будет более-менее соответствовать. Или будет действительно как эта марионеточка, как будто бы отзываться, да. Я буду дергать за ниточки, а она будет выполнять мои хотелки. Вот такой какой-то у меня мужчина, вот тут вышел, а вы у меня проигрываете. Женщина, которая... Так. Сама по себе ресурсная, интересная, внешне привлекательная. Женщина, которая тут по карте княгиня, ну, можете быть замужем, но не в этом дело. В принципе, вас видят такой женщиной, которая, может, даже особо материально не нуждается. Ну, в том плане, что ресурсная, интересная. По крайней мере, нет такого, что вы там с протянутой рукой стоите и от всех что-то там просите, теребите их там и выпрашиваете, как нищий на паперти, там что-нибудь. Нет, но при этом женщина, которая находится как в темнице, руки связаны. Вот тут опять какое-то как несоответствие. В чем руки связаны? Ну, опять-таки, выбор мужчины. Мужчину выбираете по карте воин, те, которые разрушают, те, которые не созидают, не особо заботятся о вашей там гармонии, счастье, хотя на самом деле вы должны об этом заботиться в первую очередь. Тут мужчина, карта воин, разрушитель. Может словом, делом, каким-то, не знаю, там, поступком своим, да, так разрушить то, что вы там долгие годы пытаетесь выстроить, склеить, созидаете. Ну, вот так вот. Может быть, характер у мужчины такой какой-то, знаете, взрывной, ревнивый, агрессивные какие-то выпады. Ну, токсично, не зря токсично. Вот. Вы нуждаетесь совершенно в другом. Вы в проявлениях совершенно других нуждаетесь. Вот мне так идет. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, чем вы бесите... Ух ты! Прям выскочила карта, полетела. Смотри, Ира, читай, Ира. Карта мораль. Чем вы бесите? В первую очередь бесите, многие считают вас, может быть, знаете,
Карта мораль. Это классная карта, это добро, свет. Это четкие у вас есть моральный кодекс, да, вот принципы ваши, от которых вы, может быть, как правило, стараетесь там не отходить, я имею в виду, придерживаться этих правил. Так, в принципе, человек, который с открытыми ладонями, видите, несет этот свет. То есть для вас норма выстраивать отношения в открытую, без всяких лишних манипуляций, каких-то игр, тайных договоренностей, ну, в общем, ну и манипуляций во всем. А вот вы бесите именно этим. Может быть, знаете, как будто бы выделяетесь, может быть, со многими проще, вашим недоброжелателям, скажем так, найти общий язык. Люди воспринимают же людей в социуме, да, сквозь призму собственного восприятия мира, вот какие у них там видение, какое у них видение, как они привыкли себя проявлять, вот так же они и точно так же они воспринимают и думают, что и окружающие точно так же там размышляют, у них такие же, может быть, принципы. А тут вы выделяетесь, вы идете вразрез с их видением мира, с их проявлениями какими-то. Ну, как-то подбешиваете, да, подбешиваете. Многие, думаю, а ну давайте, мне просто интересно, они вас считают, что вы искренне такая, ну, где-то моралистка, где-то правильно, да, вот тут такое вот. Или, может быть, даже кто-то считает вас, знаете, как лживой, что это все как показное на публику. А ну давайте посмотрим. Вас считают на самом деле вот такой вот искренне, такой моралисткой? Нет. Это чё? Ух ты! А я вам хочу сказать, тут кто-то про вас сплетни еще может распускать по поводу того, что вы можете или флиртовать, или во взаимоотношениях каких-то, то ли быть, то ли, может, в прошлом были с мужчиной. И по карте воровство мужчина может быть не свободен, или вы можете быть не свободны, или у вас, в принципе, какая-то такая связь, или флирт, или начало какого-то романа могло быть. Вот тут вот так вот могут даже вас недоброжелатели, ну, тут сплетни, ну, как будто, знаете, так, стараться, не обязательно тут очернить, нет, тут просто как будто бы вот им важно просто показать, что на самом деле вы не такая белая пушистая, как будто бы многие вас воспринимают, или вы хотите такой казаться. А вот на самом деле там тут вам не чужды, может быть, какие-то тут любовные страсти, какие-то истории такие, где присутствует, знаете, запрещенный плод сладок, какие-то, может быть, какие-то такие форматы. Ну, воровство у меня часто проигрывается. Это, знаете, любовные связи, порицаемые в обществе. Это трудно реализуемые отношения, сами понимаете. Не свободен кто-то. Так, у нас... Сейчас, девочки. А на самом деле вы женщина, которая в этой жизни пригубила вот эту чашу картозелья. Это отравленная любовь. Это любовь, вы столкнулись с тем, что вы воспринимали, допустим, мужчину и взаимоотношения с ним. Вы видели это все в одном свете, а потом, как суррогат, вы столкнулись с тем, что это подмена понятий. Может быть, просто глазки открылись, и вы для себя осознали, что мужчина совершенно не так проявляется, и совершенно не те чувства, эмоции к вам испытывает, вообще не те, там, о которых вы там надеялись или планировали с ним выстроить там какие-то форматы. Карта сущность, как открылась сущность этого мужчины, высшее я, где-то может быть эгоизм его, может быть, для себя осознали, что для мужчины очень важно было самоутвердиться, полюбоваться, галочку поставить. В принципе, тут карта жадность. В принципе, может, мужчина был жаден на каких-то проявления, больше как потребитель проявлялся, да, вот тут такое тоже. И это могло вас где-то, знаете, перезагрузить даже. Это вот для вас могло быть очень болезненно. По карте воительниц, но женщина смогла взять себя в руки. Тут карта, говорящая о том, что женщина сейчас больше
больше заинтересована, может быть, в своей карьере, реализации. Стараетесь эмоции держать под контролем. Стараетесь больше, может быть, даже так не доверять. Ну, вот не знаю, что-то мне эти карты выпали. Так, сразу вот. Ну, вот я просто показала вам, какая вы, да, и а какой вас могут воспринимать. Так, чем вы бесите недоброжелателей? Что именно вас так раздражает? Чем бесите недоброжелателей? Что именно вас раздражает? Чем бесите недоброжелателей? Что именно вас так раздражает? Чем бесите? Что вас раздражает? Чем бесите недоброжелателей? Что раздражает? Так. Чем вы бесите недоброжелателей? Что именно вас так раздражает? Итак, начинаем. Чем же вы бесите недоброжелателей? О, странные карты. Чем бесите? Чем бесите? Ух ты. Ой. Так, уточню. Агрессор, это вы? Так, быстренько смотрим. Так, чем вы бесите недоброжелателей? Хо-хо-хо. Так, ну вот эта карта, это вышли, это карта этого мужчины, да, павлин, самовлюбленный, который запутался то в двух соснах, то ли в березках. Мужчина, две женщины. Мужчина, который может себя, опять повторюсь, на первое место ставить. И тут сразу мне вышло, я уже не знаю, насколько он недоброжелатель, но вот вы его точно подбешиваете, вы бесите его чем? С одной стороны, он видит вас, правда, как ангел. Женщина, которая, может, пришла к нему, изначально он вас считал подарок небес. Женщина, которая, может, перевернула его жизнь, восприятие мира, восприятие взаимоотношений, да, по-другому посмотрел на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. При этом бесите чем? Карта лечения. Он вас видит вот такой какой-то, хотел сказать, грымзой. Нет. Ну, с одной стороны, ангелочек, с другой стороны, женщина, которая ему ставит очень болезненные вот эти прививочки. Может быть, как, знаете, как на место его ставит своими какими-то там замечаниями, поведением. Может быть, даже он пытался вами манипулировать, но не получилось. Вот именно так, как он хотел. Именно этого результата он не получил. Опять-таки, чем вы бесите? Вот тут вот смотрите, карта встреча, это любовники, да, любовная сфера, мужчина женщину обнимает. И тут карта у меня разочарования после вот этого лечения и карта перекресток. Такое ощущение, как будто бы мужчина действительно к вам испытывает, давайте так, нежную привязанность. Хотел бы, по крайней мере, с вами эти встречи каких-то, он бы очень хотел. Но он не получает, тут карта прям разочарования. Может, вы показали, что те проявления, которые он может вам дать, раз тут перекресток, то, знаете, выбор какой-то. Может, мужчина, знаете, хотел сказать, колеблется, и всех уже заколебал, да? То ли между двух женщин, то ли, в принципе, как-то может проявляться так, как-то вам мало этих проявлений, вам мало этого внимания. Итак, мужчина тут мог по этой карте перекресток опять метаться, выбирать, создавать, может быть, иллюзию, или на самом деле такая ситуация могла быть, кастинги какие-то устраивать, набивать цену себе, как будто бы, ну, тут такое вот может быть. А вы для себя четко понимаете, что, ну, вам это не нужно.
Вы не готовы там конкурировать, соперничать с кем-то. Вы хотите быть единственной женщиной, любимой женщиной. Вы не хотите доказывать там свою ценность. Зачем это все? И тут вас видят еще, смотрите, по этой карте, вот чем еще бесите. С одной стороны, тут ангелочек, да, вот ангел изначально. А тут женщина, которая разочаровалась. Это как падший ангел. Женщина, которая упала с небес. И крылья любви вырвали. Видите, тут как вырванные крылья. Разочарование. Тут мужчина, если сразу мог видеть в ваших глазах обожание, восхищение, может быть, он стремился к этому. Может быть, он привык вообще, в принципе, это получать, это, да, восхищение. А тут разочарование. Он увидел вот это разочарование. Он увидел то, насколько, ну, скажем так, вы прозрели. Вы, может, более критично стали смотреть, оценивать поведение его поступки элементарные, да, в отношении вас, проявления. И вообще показано мне, девочка выросла. По этой карте тут проходит история о том, что мужчина какой-то тут бегает, он каким был, таким и остался. Ну, не плохой, не хороший, такой, как есть, да. А девочка выросла, переросла всю эту историю. Тут как будто бы вот это вот тут какое-то, как претензия даже этого мужчины какая-то может считываться. В принципе, это касается взаимодействия. Вы выросли по поводу чего? По поводу, может быть, если раньше там вы испытывали привязанность к кому-либо, растворялись в этой любви, боялись там обидеть кого-то, но себя как будто бы задвигали, да, там уже, не знаю, свои какие-то желания, потребности, может быть, обесценивали сами себя. Как-то так вот могло выстраиваться это вот взаимодействие. Чего бы это и кого бы это ни касалось. Может быть, там мужчины даже этого павлина, да, или же в принципе, да, в каких-то отношениях, там, может, с подругами, с родственниками, рабочие. А сейчас у этого мужчины, опять-таки, у каких-то ваших недоброжелателей, да, давайте так, у них сейчас четкое понимание того, что вы, тут карта подозрения, возможность, агрессия, карты это будут так считывать, что вы сейчас уже не будете, знаете, такой наивной, доверчивой, вы уже подозреваете, что какие-то возможности, которые вам то ли обещают, то ли в принципе люди могут так вот как-то, опять-таки этот мужчина, да, может, повторюсь, вот эти запасные аэродромы, выбирать, вести себя как-то так вот, как будто бы вам вроде бы и предлагает что-то, вот эти возможности, они есть, но на самом деле они, ну не то, что они там полностью иллюзорные, но по большому счету, может быть, это как знаете, ну как фейк какой-то, да, в этом можно долго пребывать, но конкретно так ничего и не получить. Это прям как вот это вот, перед глазами у меня картинка, где ослик этот бегает по кругу, у него перед носиком морковка привязана, да, и он по кругу бегает и выполняет работу, там какую-то, допустим, там, уже не знаю, то ли, ну, неважно, смысл такой, что как будто бы манипуляции тут какие-то, обман, подмена понятий, и у вас вот карта подозрения, женщина, которая уже подозревает, тут, скорее всего, уже, ну, нелегко уже ее обмануть, нелегко ею проманипулировать. Тут уже у кого-то острый язычок, у кого-то уже вот это стойкое разочарование, в принципе, как будто во многих мужчинах, да, такое идет. У кого-то тут по карте агрессор, девочки, вообще. Карта у меня тут, карта темница, род и святая вода. Может быть, даже вы выбешивать тем, что если раньше там у вас какие-то, может быть, форматы такие проигрывались, где вы, может быть,
были доброй, всепонимающей, всепрощающей. А сейчас неожиданно, может, показали зубки, и тут карта агрессор. Вы могли поменяться местами даже, допустим, с какими-то людьми, не обязательно с мужчиной. Может, там, если раньше там на работе кто-то пользовался вашим расположением, так как это сказать, беззастенчиво, да, эксплуатировал, то сейчас, может быть, вы дали понять, что да все я вижу все твои эти манипуляции, больше этого не повторится. Тут как будто бы вы многих озадачили. Ну, больше-то, конечно, мужчину какого-то тут касается. Касается это почему, чем тем, что вы не хотите находиться вот этой как в темнице со связанными руками. То есть вы не хотите свою жизнь проживать по чужим каким-то сценариям. Карта Рот и Святая Вода. Вы четко знаете, чего вы не хотите. Да? Вы хотите по карте Рот добрых, светлых, уважительных взаимоотношений. По Святой Воде вы не хотите, опять-таки, каких-то вторых, третьих лиц во взаимоотношениях. Вы не хотите тайн каких-то, недоговоренностей. Вот тут так вот. Ну, а бесите тем, что вот тут вот мне показано по карте агрессор и карта подозрения по поводу возможностей. Ну, как будто бы женщина уже может даже в открытую, знаете, как кто-то с иронией, а кто-то и прям может даже агрессивно дать понять, что хватит со мной юлить, хитрить, и не надо меня использовать, или попытаться даже меня использовать. Тут у меня карта перевернулась, вот карта паутина. Вы просто не хотите быть жертвой, вы не хотите попасть снова в эту паутину, быть использованной. Ну, как я по-другому могу это сказать. А это многих выбешивает, когда они уже напридумывали, что вот будет так, и они заранее уже потом как будто бы смогли у себя в голове проиграть, да, ситуацию какую-то, где вы должны вот так проявиться, да, а тут вы идете в разрез. Вы как-то себя проявляете, вот они ожидали от вас одних каких-то проявлений, вы по-другому реагируете. Ну, их это обескураживает, выбешивает, да, вот бесите, вот вы бесите. Что именно вас раздражает? Ух ты! Что это такое? Карта токсичность, карта ограничения. Интересно как. Тем, что неожиданно для многих, как будто бы вы захотели вырваться, может быть, из у кого-то коллектив тут женский такой, знаете, женщины как будто бы вот живут в своей какой-то тут жизнью, да, не буду говорить какой. Ну и все, и что-то у них тут и предел мечтаний, у них есть какие-то горизонты общие, есть какие-то мечты, там, среднестатистические. А для вас это токсичное какое-то болото, для вас это ограничение, для вас это, ну, сродни, как, я не знаю, как вот, правда, в болото какое-то попасть, или, ну, в любом случае, вы как будто говорите, я не хочу проживать их жизнь, я не хочу в этом всем вариться, находиться, я не хочу становиться одной из них, да, вот. Пусть они живут свою жизнь, это их выбор, они счастливы в этом или не очень счастливы, но опять-таки это их жизнь. Вот тут вот так вот, именно вас раздражает многих, даже вот может быть вот этих женщин тут, кстати, раздражает, то, что вы хотите и вы прикладываете усилия для того, чтобы, может, вырваться из какого-то замкнутого круга, из каких-то, может быть, череда каких-то в вашей жизни, не обязательно неприятностей, да, но как будто уже сложившийся какой-то образ жизни, да, вот, а вы хотите опять-таки из этого найти выход, улететь, разорвать вот этот круг какой-то. Так, при этом кто-то хотел бы карта реализации, видите, как жар-птица, как птица Феникс.
пусть даже это будет стоить неимоверных усилий, но как будто бы вы готовы прикладывать эти усилия, вы готовы искать этот ключик, может быть, для того, чтобы раскрыть свой потенциал, свои таланты, свои способности. Может быть, ищете каких-то единомышленников. Вот это вы. И тут женщины. Вот в данном случае тут многих женщин это раздражает, потому что они где-то считывают вас. Ага, она хотела бы в чем-то, может быть, даже не то, что быть лучше, чем мы, да, тут как будто бы, что она не успокоится, почему она не примет жизнь такой, какая она есть. Вот мы там где-то смирились, мы там на что-то закрываем глаза, мы с чем-то готовы мириться. Почему она тут вот как птица Феникс, если там и все, и то, и то, и то плохо, ну, другой там сложит руки, будет себя жалеть, а вы наоборот, вы ищете ключики, вы говорите, а я все равно не успокоюсь, я буду стараться изменить эту жизнь, свою жизнь к лучшему. У кого-то раздражаете, ну, карта шабаш, давайте так, и карта ясность, тем, что, может быть, даже вы даже уже не скрываете, может, в открытую даже говорите, я думаю, тут женщинам многим, что я не хочу, ну, вот твои, вот у тебя есть там сценарий твой жизненный, да, твои какие-то в жизни там увлечения, приоритеты, ценности, а я не хочу быть такой, как ты, я не разделяю их, я имею право быть сама собой. И карта ясность. И вы это четко, даже если вы это не проговариваете, это не озвучиваете, они это считывают. Вот как-то так вот этим выбешиваете. Ну, тут женщины, еще раз повторюсь. Опять-таки, что именно вас раздражает? А тут сочетание такое вас, их раздражает. С одной стороны, они видят вас, всадница воды, женщина, которая умеет любить, на самом деле умеет любить, растворяться даже в любимом человеке. Но я вам хочу сказать, женщина, которая вот это вот все она прошла, испытала, может на данный момент кто-то вот любит. Но с учетом этой карты, карта ясности, карта шабаш, вполне возможно увлечение эзотерикой, психологией. И это вы все, к этому всему вы пришли не просто так на ровном месте. У кого-то вот эти вот в любовной сфере тут, у кого-то не совсем удачи, да, опять-таки разочарования, запутанные какие-то непонятные мистические истории. Захотелось разобраться. Может быть, тут карта охоты. Женщина, да, как охотница, тут с луком, да, как стрелы пускает. Это история о том, что вы, может быть, захотели, повторюсь еще, этот свой жизненный сценарий изменить из состояния где-то добычи, да, может самой стать, ну, не в прямом смысле там охотницей, да, а в каком плане? В том плане, что вы захотели сами управлять своей судьбой, не плыть по течению, не быть вот этой вот жертвой пассивной, а может какие-то приложить усилия действительно для того, чтобы там реализоваться, тут карта все-таки реализация, где-то там какой-то шанс в жизни словить, использовать. Может быть, даже тут, знаете, раздражает ваш эгоизм их. Вот как она посмела, да? Может, если женщины там даже вашего возраста, кто-то там, у них там уже какие-то, понятно, сложившаяся жизнь, свое восприятие этой жизни, поступков, той же самой какой-то там женщины, да, а тут вы идете в разрез, вы поступаете в разрез с их мнением, с их видением мира, они вас считают эгоисткой, при этом в то же время они прекрасно понимают, что, ну, правда, вы чувственная, эмоциональная, можете любить, интересны для мужчин, вы как бы девочка-девочка, вы привлекательны, женственны для мужчин. А при этом карта исцеления и противоядия, тут такие карты, девочки, знаете, это о чем? Вы вот 100% раздражаете и выбешиваете тем, что с одной стороны они могут вас, ну, женщины тут больше, да, все-таки коллектив женский, какое-то окружение ваше женское. Они с одной стороны вас могут даже осуждать за этот какой-то эгоизм. С другой стороны, они прекрасно понимают, что это ваш путь, путь исцеления, это выздоровление ваше. И карта противоядия, они реально вот смотрят
И они подмечают, что а вы делаете все правильно. Не на пустом месте, как будто бы ваши эти убеждения сейчас то ли формируются, то ли они видят вот эти вот изменения в вас, метаморфозы. И они понимают, что на самом деле вы правильно все делаете и поступаете правильно. Но тут исцеление женщина мужчину исцеляет. Может быть, в прошлом, да, растворялись в любимых людях, заботились, там, всю нежность, заботу, внимание, сливали эту энергию, да. И от этого, может быть, даже кайфовали, и все было классно. Но, повторюсь, ресурсы не бесконечны, карта эгоизм все-таки, противоядие. Это история о том, что женщина научилась, увидела по карте ясность свой путь, дорогу. Опять-таки, может, не хотите повторения вот этих ошибок, четко осознали свои какие-то там, у каждого из нас уроки. Вот тут урок какой-то женщина, вот тут 100% для себя уже она осознала, прожила по поводу того, что нельзя всю свою энергию отдавать, ну, не обязательно тут мужчинам, тут кому-либо, да, тут как будто бы, ну, в принципе, вот, могли полностью растворяться вот в близких, родных, там, кто-то и не очень родных и близких. Опять-таки, как будто проживать чужую жизнь, соглашаться на какие-то условия, которые вас не устраивали. Вот тут вот так вот, как будто в один момент женщина могла, знаете, сказать: стоп, это точка невозврата, хватит. Зачем же я сама своими руками, ну, калечу себя, ну, обесцениваю себя, вот так вот, соглашаюсь на что-то, на какие-то форматы. Не обязательно даже с мужчиной, может, с подругами, там, с родными, тут такое. И в принципе вот раздражаете тем, что карта противоядия, они видят вас человека, который тут осознанная женщина. Женщина, которая имеет взгляд на собственную жизнь, как будто бы и вам особо не интересно, как кто живет, там, кто вам навязывает что-то. Тут такое, как будто бы, правда, вами довольно-таки трудно проманипулировать. Провокации какие-то тоже с вами особо не сработают. Тут раздражаете какой-то своей спокойной уверенностью. В принципе, даже если где-то вас... Понимаете, тут наряду с вот этим вот какой-то вашей осознанностью, вот эта карта противоядия говорит о том, что вы можете противостоять этому какому-то негативному воздействию или даже попыткам. Вот тут даже многие и не пытаются. Они как-то посмотрят на вас, и это их останавливает. Вот ваше, ну, может быть, взгляд ваш, да, какое-то поведение ваше. Но наряду с этим они видят вас чувственной, и они понимают, ну, женщины, то, что вы привлекательны, вы конкурентоспособны, да, то есть они прекрасно понимают, что вы нравитесь мужчинам, у вас есть это какая-то женственность, повторюсь, тут привлекательность, даже какая-то, ну, тут не буду говорить детскость, не, ну, тут какая-то, ну, тут и искренность, да, вот как желание, как будто бы у мужчин вы вызываете желание вас оберегать, поддержать, вот так как-то, так вот, заботиться о вас, вот так вот мне идет. При этом особо как будто бы вы не стараетесь даже. Вас видят женщину. Угу. Ну, может быть, даже, да, вот это раздражает, так как вас женщины считают соперницей, конкуренткой. Все, девочки. Вот такой расклад у меня получился сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.